Глава 16. Прибытие. Паром входил в порт так медленно, будто передумывал до последнего. Анна стояла на открытой палубе и смотрела, как светлеет берег. Сначала это была просто полоска земли, потом пятна домов, потом отдельные цвета: охра стен, темная зелень деревьев, голубые прямоугольники окон. В какой-то момент из общей массы вырисовывались силуэты: купол, башня, мачты в марине. Ветер был уже не морским, а прибрежным, с запахом нагретого камня и выхлопов. Корабль медленно разворачивался, показывая то один, то другой кусок города. Старые дома с облупившейся штукатуркой, узкие улочки, в глубине которых угадывались тени, белые туристические катера ближе к набережной. Легкая дымка над всем этим, то ли пыль, то ли жар. За ее спиной кто-то обсуждал экскурсию в ущелье, кто-то пляж, кто-то аренду машины. Слова «Ханья», «Старый порт», «Олд-таун» повторялись на разных языках. «Паром как закрытая коробка», — подумала Анна. Здесь все звуки были свои, знакомые, а сейчас крышку приподнимают, и то, что они с Томасом успели там, в этой коробке, сдвинуть, теперь придется носить с собой, без удобной крышки, которую можно захлопнуть. Томас подошел, положил локти на поручень ядом. «Тебе не кажется, что мы как будто выходим из аквариума в океан? Там хотя бы были стеклянные стенки. Здесь тоже есть стены, просто другие». Он кивнул на город. «Ну вот реальность. Камни, двери, люди, парковка. Все как обычно». Она посмотрела вниз на причал. Там уже толпились автобусы, грузовые машины, работники порта в оранжевых жилетах. Солнце било в бетон так, что от него поднимался почти видимый жар. На корабле можно было отступить в каюту, в бар, в джакузи, отметила она. Здесь спрятаться сложнее. Слишком много выходов, и ни один не свой. И от мысли, что теперь все будет происходить на суше, переставало быть ощущение эксперимента в закрытой лаборатории, становилось настоящей жизнью. Интересно, есть ли у него свой ответ на это «что теперь», или он пока предпочитает считать, что все останется как обычно, плюс приятные знакомые? Громкоговоритель сообщил о готовности к высадке. Люди потянулись к лестницам. Они с Томасом вернулись в каюту за своими вещами. Собирались быстро, вещи были уже наполовину сложены заранее, будто оба не до конца верили, что корабль действительно куда-то идет. «Я все еще не привык к идее, что теперь мы по земле», — сказал Томас, застегивая тугую молнию на чемодане. «На корабле хоть понятно, вверх-вниз, нос, корма. С городом сложнее, там можно сделать неправильный поворот». «Мы справимся. В крайнем случае заблудимся в красивых улицах. Это же тоже опыт». Она говорила это, а внутренне чувствовала, как сжимается какая-то пружинка. На пароме у них был свой небольшой маршрут. Каюта, ресторан, палуба, бар, джакузи. Там все новое происходило в повторяющейся геометрии. Теперь эта геометрия исчезала. И вместе с ней удобное алиби. Нас несет корабль, мы тут ни при чем. У двери она поймала свое отражение в зеркале. Та же сумка, тот же легкий макияж, те же плечи. Но взгляд был чуть другим, более настороженным и одновременно живым. «Никаких экспериментов не объявлено», — сказала она себе. «Мы просто едем на остров. Нормальный отпуск, нормальные люди». И все-таки где-то под этим «нормальный» дернилось «нормальные люди» не таскивают с собой в чемодане воспоминания о чужой ладони на своей коже. Этой формулировки хватило, чтобы сделать шаг в коридор. Сход с парома был шумным и коротким, как выдох. Внутри терминала воздух стоял тяжелый. Пахло потом, бумагой, металлом. Стеклянные двери распахнулись, и солнце сразу ударило в глаза. Снаружи жар поднимался от светлого асфальта. В ряд стояли автобусы, несколько такси, где двигатели урчали в ожидании.
Анна щурилась от резкого света. Рядом показались Елена и Макс. Они тоже катили чемоданы. У Лены на руке висела шляпа, волосы были собраны в небрежный хвост. «Добро пожаловать в мир, где все пахнет жареным и выхлопами. Наш корабль официально превратился в прошлое». «Как будто вылезли из кинотеатра днем», — добавила Лена. Внутри был фильм, а снаружи слишком много реальности. Они остановились на минуту в полосе тени у стены, словно перевести дыхание. Анна почувствовала странный толчок. С одной стороны знакомое облегчение от их голосов, с другой тихий вопрос. А что теперь с нами четверами? В этой реальности, а не в кинотеатре. «Где вы остановились?» — спросил Томас. «Маленький гостевой дом в старом городе, в какой-то старой венецианской штуке, где лестница бежит сама по себе. Нам показали на карте, как туда добраться. Если не вернемся, знайте, мы просто не справились с поворотами». «У нас что-то ближе к порту», — ответил Томас. «Отель, который не притворяется дворцом». Это звучало честно. Анна представила их будущее жилье. Внутри этого своего они снова будут вдвоем. И все же внутри уже не было того прежнего Толика «мы». Теперь невидимо присутствовали еще двое, как часть нового фона. «Тогда, наверное, не будем превращать высадку в пересадку органов», — подытожил Макс. «Мы кинем вещи и найдем город, если не умрем по дороге от жажды. Мы тоже сначала заселимся, потом уже будем притворяться туристами». Они обменялись еще парой фраз о трансфере и навигаторе. Никаких «давайте вместе», только легкое «если пересечемся в старом порту, значит, так надо». И они разошлись. Анна смотрела, как их силуэты растворяются в потоке людей. Через несколько секунд их уже было трудно отличить от остальных. «Хорошо, что у нас нет расписания», — подумала Анна. «И странно, что я уже скучаю по тому, как они сидели за нашим столом. И еще страннее, что скучать ей хотелось не только по разговорам, но и по той свободе внутри, которая с ними появлялась». Такси везло их вдоль набережной. Картинка была почти открыткой, но шум и жар делали ее слишком плотной, чтобы быть просто красивой. Из-за таких видов люди готовы терпеть самолеты, паромы и очереди. А потом все равно сидят вот там, с телефоном. Мы тоже будем сидеть с телефоном. Просто у нас вид будет честнее. У нас вид будет на парковку. Это самый честный вид. Шутка чуть разрядила внутреннее напряжение, но не до конца. Отель оказался именно таким, как в описании. Номер на 2-м этаже, 2 сдвинутые кровати, узкий балкон. Анна поставила сумку на пол. Место, которое не успеет стать ничем, кроме временного «мы», — отметила она. Может, это и хорошо. Легче пробовать новое, когда стены не притворяются вечностью. Томас подошел к балкону. Вид на парковку подтвердился, но если наклониться, видно кусочек моря. Это бонус для оптимистов. Сойдет. Для случайного города на острове. Они вышли на набережную. Анна машинально огляделась, словно уже ожидая увидеть знакомые силуэты. Никаких Макса и Лены не было, только чужие плечи и бесконечный поток туристов. Странно, что я так быстро привыкла к мысли, что они должны быть где-то рядом, — подумала она. А сейчас нет, и от этого внутри одновременно и пусто, и спокойно. Пусто, потому что не на кого ловить взгляд через стол, спокойно, потому что пока не надо решать, как далеко можно зайти. Они нашли столик в тени. Томас увлеченно строил планы: ущелье, пляж, рынок. Анна послушно поддакивала. Слова про секс, ревность или вчерашние эксперименты не возникали. Их место сегодня занимали мостовые и температура воздуха. Но внутренняя линия с вопросами никуда не делась. Когда солнце стало клониться к горизонту, они возвращались в отель по другой дороге. В одном из переулков Анна краем глаза заметила знакомую походку.
Обернувшись, она действительно увидела Лену. Та шла одна с пакетом из магазина, в легком платье, с высоко заколотыми волосами. Макса рядом не было. На мгновение у Анны будто замедлился шаг, их взгляды встретились на секунду. Лена широко улыбнулась и чуть приподняла пакет, как немой знак. «Мы живы, мы обустраиваемся». Анна ответила такой же улыбкой и коротким жестом — ладонь, вспыхнувшая и тут же опустившаяся. «Я уже ищу ее глазами», — успела отметить Анна. Вчера она искала глазами мужчину, который ее держал в воде, сегодня женщину, рядом с которой это касание оказалось не страшным. Никакого подхода, никаких объятий. Поворот улицы развело их, как две параллельные прямые. «Это была Лена?» — уточнил Томас, чуть повернув голову вслед ушедшей женщине. «Да», — отозвалась Анна. «Похоже, они тоже вовсю осваивают местные магазины». Муж задумчиво кивнул. «Знаешь, хорошо, что мы в одном городе, но я рад, что мы не в одной квартире». Он сам услышал в своем голосе странную смесь облегчения и легкой, едва уловимой досады. Он поймал себя на том, что тоже успел инстинктивно оглядеть переулок в поисках Макса, и так не понял, радует его отсутствие приятеля или разочаровывает. «Жить вместе — это уже был бы социальный эксперимент совсем другого уровня», — с усмешкой добавила Анна. Они пошли дальше. Шаги по каменной плитке отдавались гулом в узком пространстве. Анна чувствовала, как слово «эксперимент» окончательно перестает быть шуткой из бара и становится названием всего этого этапа их жизни на острове. Вечер в номере выдался простым и тихим. Душ смыл дневную пыль, на крошечном балконе они и сидели по очереди, потому что вдвоем там было физически не развернуться. Воздух стал чуть прохладнее, но камни стен все еще отдавали накопленный за день жар. «Странное ощущение», — произнес Томас, ложась на кровать и глядя в потолок. «Как будто наш отпуск начался заново. На корабле было свое кино, понимаешь? Там было легче забыть, что у нас есть какая-то обычная жизнь, а сейчас кажется, что все это кино встало в другую плоскость, словно мы взяли его с собой сюда, на берег». «Может, это и неплохо?» — тихо ответила Анна, присаживаясь рядом. «Здесь меньше ощущения, что мы участники какого-то опыта. Больше кажется, что мы просто живем. А дальше... Дальше посмотрим». Она замолчала, прислушиваясь к эху собственных слов. В них не было обещаний, только тихая готовность выдерживать все, что придет, и маленький колючий страх. А вдруг просто жить уже не получится так, как раньше, даже если мы очень сильно захотим. Лежа в полумраке, под мерный гул кондиционера, Анна слушала шум далекой улицы. Они снова были вдвоем. Только теперь между ними незримо лежало и то, что они уже успели слегка сдвинуть, их старые привычные стены. «Интересно уже не то, что с нами случится», — подумала она, чувствуя, как тяжелеют веки. «Интересно, какими мы останемся, когда это случится. Или даже если в итоге не произойдет совсем ничего особенного. Этот багаж уже не получится незаметно сдать обратно при посадке на обратный рейс. Его придется нести до самого конца».